Помните, как у собачьего сердца, у этого самого, у профессора Преображенского, не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Наша партия стоит на проукраинских позициях. Мы боремся за народ Украины. Наши депутаты все помогают людям в сегодняшней ситуации. Привет, друзья! Давно хотел поднять эту тему. Вы же знаете, я сейчас видео выпускаю гораздо реже, потому что очень занят. Наверное, иногда придется перейти в формат записи видео с автомобиля. Ну так вот, я хотел давно поднять тему сепаратистов, которые остаются в Киеве на коне, в то время, когда, например, я должен находиться в политической эмиграции. Эти люди обворовывали нашу страну десятилетиями. На совести этих людей кровь, их руки по локоть в крови. Эти люди не стеснялись открыто ездить в Кремль, получать наставления у Путина и, скорее всего, деньги. Эти люди просто всю свою жизнь посвятили разрушению Украины и работе на Кремль. И что мы видим сейчас? Эти люди спокойно ходят по Киеву, спокойно живут, их никто не трогает, ни праворадикалы, никто. А как вы знаете, все праворадикальные силы находятся всегда под влиянием спецслужб, и, как правило, сами спецслужбы их же создают. Вот, пока главный такой негодяй, поскольку Кива и Рабинович свалили технично из Украины, и как это они, интересно, уехали, ну ладно, это уже 100 раз я поднимал эту тему. Юрий Бойко, этот негодяй в первые дни начала войны против Украины посмел даже записаться в эфире у Соловьева, посмотрите. Ненависть к России зашкаливает или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца, у этого самого, у профессора Преображенского, не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. И эта скотина имеет еще совесть сейчас вещать что-то, чего-то там требовать и вообще подавать голос в такие времена, как сейчас. Скажите, пожалуйста, куда смотрят те самые спецслужбы, которые наезжают на тех, кто осмелился сейчас подать голос во время войны и говорить те вещи, которые, может быть, не очень нравятся государству? Так может быть, просто-напросто у офиса президента какой-то договорняк есть с ОПЗЖ для того, чтобы они правильно голосовали так, как нужно лично Зеленскому? Вернее, Ермаку, я хочу себя поправить, потому что уже непонятно, кто там что решает. Или как это все происходит. Я другого объяснения не нахожу. То есть это либо полная импотенция и насмешка над всеми людьми, либо это полное непонимание, что из этих сволочей гибли и продолжают гибнуть люди. Бучу, Ирпень, Гостомель даже не будем вспоминать, и Мариуполь. Так кто объяснит, что происходит? Этому Бойко сейчас политика. Этот Бойко не вылазил из студии Шустера, и Шустер приглашал его 20 лет к себе в студию. Там всегда сидели Бойко и Тимошенко, у них был там пожизненный unlimited абонемент. Скажите, как сейчас это можно допустить? Вот скажите, что вы думаете на этот счет, пожалуйста. Так кто на самом деле раскачивает лодку? Кто на самом деле работает на Украину? Когда креативный класс вымывается из страны, все больше людей уезжают, и как только откроют границы, а я подозреваю, они их не откроют еще год-два после окончания войны, потому что нужно будет проводить целевую мобилизацию, и они же прекрасно понимают, что люди захотят бежать после всего, что они творят даже во время войны. Так теперь еще и Бойко подает голос. По приостановке работы нашей партии мы считаем абсолютно циничным, беспардонным, беззаконным действием, потому что наша партия стоит на проукраинских позициях. Мы боремся за народ Украины. Наши депутаты все помогают людям в сегодняшней ситуации. И подобные решения наносят вред той обстановке единства в стране, которая сложилась и которая сегодня объединяет весь народ. Как на это смотрят, допустим, воины из ЗСУ? Как на это смотрят родители погибших ребят на фронте? У меня в голове это все не укладывается. Открытый коллаборант, Шуфрич, правда, сейчас его дружок где-то притих, это Бойко, открытый коллаборант, который возглавлял все это безобразие, себе открыто гуляет. Я вам больше того скажу, есть другие менее медийные персонажи из ОПЗЖ, спецслужбам известно о том, чем они занимались все это время, спецслужбам известно, на какие должности все эти подонки планировались в случае, если бы Путин захватил Украину или оккупировал более значимые части наших территорий. Эти люди планировались руководить просто-напросто, возглавлять администрации внутри нашей страны. И что мы видим?
Я не удивлюсь, если Бойко скоро начнут включать вообще в телемарафон. Это уже будет, как бы, знаете, не буду что говорить, делать на голову всех украинцев, всех нас. И его действительно Бойко не хватает только в телемарафоне. Сегодня был в парламенте бюджетный день. Принят бюджет в целом. Бюджет тяжелый, бюджет воюющей страны, бюджет военный. Но тем не менее, в любом бюджете должны предусматриваться расходы на то, чтобы поддержать тыл. Потому что от состояния в тылу зависит наша будущая победа. Поэтому мы должны поддержать пенсионеров, поддержать медиков, учителей, всех тех, кто обеспечивает жизнеспособность страны, помогает людям. А наша задача – помочь им. Поэтому мы будем давать изменения в бюджет. Это будет через 3 месяца, но это будет. И мы сделаем все, чтобы помочь людям. Всем оставаться живыми, здоровыми. До новых встреч. Теперь что получается? Телемарафон финансируется из бюджета и полностью контролируется офисом президента. Телеканал Рада полностью офисом президента тоже уже курируется. Уже просто информационная политика в ноль снеслась. Напоминаю вам про медиазакон, который был принят с понтом для европейских норм. На самом деле это все потихонечку наступает диктатура и очень конкретно зажимается информационное пространство. Я вас уверяю, дорогие друзья, что с такими темпами YouTube и другие соцсети скоро станут последним оплотом демократии в Украине и последней надеждой на какую-то свободу слова. Хотя они даже пытаются там на YouTube уже наезжать этим законом, я уверен, у них это ничего не получится. Но попытки будут предприниматься, и я думаю, далее как можно более жесткие. И сейчас очень удобно это прикрывать словами «военная цензура». Возвращаясь к теме сепаратистов, я никогда не забуду, как такой негодяй из Луганска, как его Клинчаев фамилия, значит, его еще Ляшко когда-то там демонстративно на камере ездил типа прессовать, когда они АТО устроили в 2014 году. Ти знаєш, скільки будеш сидіти? Мінімум 15 років. Ти мене почув чи ні? Ти не поняв, куди ти попав? За сепаратизм, за розкол України, таким под***м, як ти відірвав. Я не раскалывал Слухай мене, Украину. слухай мене, скажи. Я за единую... Слухай мене. Так вот, Клинчаев после всего этого, что он там творил, спокойно жарил шашлыки в Киеве. У меня тогда еще, я далек тогда был вообще от медийности, я тогда еще подумал, это как бы прорезало изнутри, какая несправедливость и как это все возможно. Кругом сплошные договорники. А теперь, когда я увидел Бойко, который качает политические права со своей рожей неприятной в Киеве, у меня ровно то же ощущение было, как и с Клинчаевым тогда. Это было сколько? Почти 10 лет назад. Так скажите мне, пожалуйста, что меняется? Что поменялось? Тогда убежал Янукович, временным был Турчинов, потом выбрали Порошенко, сейчас Зеленский. Что меняется? Договорники были, есть и договорники будут. К большому сожалению, украинцы просто недостаточно образованы, получается, для того, чтобы выбирать людей таких, которые придут и сломают эту систему. Потому что сложно мне упрекнуть, у нас есть и характер, и воля, сколько раз уже Майданы были, и в войну переломили ход, но нужно немножко образованности и нужно немножко все-таки больше анализа для того, чтобы полностью понимать происходящее, не дать себя обмануть. Потому что если сегодня Бойко во время войны позволяет себе такое, то после войны я боюсь, что вернется и Савик Шустер с Гордоном. Я боюсь, что в студии опять сядут Бойко, Тимошенко, Шуфрич опять вылезет, и вся эта пи***та, которая трепала нам нервы все эти годы, которые, чистые сепаратисты, я по-другому не могу назвать. Еще осталось только Рабиновича с Киева вернуть для полноты картинки. Вот такие дела, дорогие друзья. Пишите, пожалуйста, комментарии, мне интересно, что вы думаете на этот счет. Я вам говорю, вот первопричиной того, что я пошел в YouTube, это было вот чувство несправедливости, а у меня обостренное чувство справедливости с детства. Я когда такое вижу, я не могу просто спокойно реагировать, я не могу спокойно терпеть и просто вынужден с вами поделиться. Теперь по дальнейшим планам, значит, в воскресенье будет стрим, политический стрим на очень интересную тему, на тему эмигрировать или не эмигрировать, делаю такой небольшой анонс. Это сейчас очень важный вопрос вообще для очень многих украинцев. Сейчас очень многие люди за границей, которые выехали, думают возвращаться, не возвращаться или уже пускать корни в новых странах. Короче говоря,
огромное количество вопросов у наших соотечественников. Я постараюсь поделиться своим опытом, опытом тех людей, которых я знаю, опытом вообще, всем опытом, который я слышал в плане эмиграции или принятия решений, эмигрировать, не эмигрировать, в какую страну, все аргументы за и против. Я надеюсь, в следующую среду или четверг мы сделаем бизнес-стрим, и эти бизнес-стримы будут регулярными. Там не будет ни слова о политике, сугубо только предпринимательские дела. Насколько я понял, в моей аудитории, среди моей аудитории огромный процент предпринимателей или тех, кто хотят только начинать свой бизнес. Я вам скажу, что даже в такие кризисные времена можно найти возможности для заработка денег. Поэтому спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Обязательно подпишитесь, это крайне важно. Подпишите родственников, подпишите друзей. Чем больше нас, тем больше у нас влияния на этих негодяев и на всю ситуацию, происходящую в Украине. Пока.